Привет, друзья! Добро пожаловать на канал, где мы погружаемся в тайны прошлого, чтобы лучше понять, кто мы и откуда пришли. Сегодня я хочу рассказать вам о нескольких археологических открытиях, которые не просто дополняют нашу картину истории, но способны радикально ее изменить. Мы поговорим о загадочных артефактах, древнейших сооружениях и генетических исследованиях, которые заставляют нас пересмотреть привычные представления о прошлом человечества. Готовы отправиться в путешествие во времени? Тогда устраивайтесь поудобнее и начнем. Начнем с серебряных свитков Кетев-Хинном, находки, которая считается одной из самых значимых в библейской археологии. В 1979 году археолог Габриэль Баркай проводил раскопки недалеко от Иерусалима, в месте, известном как Кетев-Хинном или Плечо Хиннома. Это место, расположенное на старой дороге в Вифлеем, рядом с долиной Гехинном, которую в Библии называют Гиенной Огненной, символом ада. Здесь, среди скальных гробниц, Баркай и его команда обнаружили два крошечных серебряных свитка, скрученных словно миниатюрные свертки. Их размер был настолько мал, что разворачивание заняло 3 года. Настолько хрупкими они были. Когда ученые наконец расшифровали надписи, сделанные на староевритском языке, они были потрясены. Текст оказался древнейшей сохранившейся цитатой из Торы, а именно благословением из книги чисел. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Датировка свитков, 7 век до нашей эры, делает их на несколько столетий старше знаменитых кумранских рукописей. Это открытие подтверждает, что тексты Ветхого Завета существовали в письменной форме задолго до того, как предполагали некоторые скептики. Но что еще интереснее, свитки использовались как амулеты, что говорит о религиозных практиках того времени. Они показывают, как древние иудеи буквально носили священные тексты с собой, возможно, веря в их защитную силу. Почему это важно? Свитки Кетев-Хинном не только подтверждают историчность библейских текстов, но и заставляют задуматься о том, как формировалась религиозная традиция. Они – мост между археологией и верой, между материальным и духовным. Но возникает вопрос, если такие тексты существовали так давно, какие еще священные писания могли быть утеряны? И как они могли повлиять на развитие иудаизма и других религий? Теперь перенесемся в Мексику, к фигуркам Акамбара, одной из самых спорных археологических находок XX века. В 1944 году немецкий эмигрант Вальдемар Юльсрud обнаружил глиняную фигурку у подножия горы близ города Акамбаро. Вскоре он начал находить все больше подобных изделий, выкупая их у местных жителей. В итоге его коллекция насчитывала более 30 тысяч фигурок, изображающих людей, животных и динозавров. Да, вы не ослышались. Динозавров. Некоторые фигурки показывали людей, взаимодействующих с этими древними ящерами, что на первый взгляд звучит как сюжет фантастического фильма. Научное сообщество разделилось. Одни считают фигурки подделкой, созданной местными жителями для заработка. Другие, однако, указывают на то, что некоторые детали, например, анатомия динозавров, слишком точны для 1940-х годов, когда знания о них были ограничены. Радиоуглеродный анализ дал противоречивые результаты. Одни образцы датируются несколькими тысячами лет, другие — современностью. Это породило теории о том, что фигурки могут быть либо древними артефактами, либо продуктом какого-то неизвестного культурного феномена. Лично я нахожу эту находку интригующей, потому что она заставляет нас задавать вопросы, выходящие за рамки стандартной истории. Если фигурки подлинные, это может означать, что люди и динозавры сосуществовали. Идея, которая противоречит всей современной палеонтологии. Но даже если это подделка, она поднимает другой вопрос. Кто и зачем создал столь масштабную мистификацию? Может быть, это был способ местных жителей сохранить свои традиции или привлечь внимание к региону? В любом случае, фигурки Акамбара — это напоминание о том, как мало мы знаем о прошлом и как легко наши убеждения могут быть оспорены. Далее отправимся в Объединенные Арабские Эмираты, где археологи обнаружили древнейшие постройки региона, датируемые 8500 годами назад. На острове Гага, недалеко от Абу-Даби, ученые нашли каменные сооружения, которые на 500 лет старше предыдущего рекорда, принадлежавшего руинам на острове Марава. Эти постройки, простые круглые помещения с метровыми стенами,
свидетельствует о том, что люди жили здесь еще в эпоху неолита, задолго до появления развитых торговых путей. Что делает эту находку особенной? Во-первых, артефакты, такие как жемчужина возрастом 5800-5600 лет, указывают на раннюю торговлю. Во-вторых, каменные наконечники стрел и остатки морской пищи говорят о том, что жители вели оседлый образ жизни, охотясь и собирая дары моря. Интересно, что даже после того, как поселение было заброшено, его не забыли. Спустя почти 5000 лет здесь похоронили человека, что указывает на сакральное значение места. Эта находка переворачивает представление о том, когда и как люди начали заселять Аравийский полуостров. Ранее считалось, что оседлые сообщества появились здесь с развитием морской торговли, но Гага доказывает, что жизнь кипела гораздо раньше. Это заставляет задуматься, какие еще уголки планеты хранят следы забытых цивилизаций, и как климатические изменения, превратившие плодородное побережье в пустыню, повлияли на миграции древних людей. Теперь поговорим о древнейшем буддийском храме, найденном в пакистанском городе Барикот. В 2022 году итальянские археологи обнаружили здесь сооружение, датируемое II веком до нашей эры. Храм, построенный на апсидальном подиуме с цилиндрической ступой, был возведен во времена индогреческого царя Менандра I, который, кстати, упоминается в буддийских текстах как покровитель религии. Интересно, что на месте храма ранее стояло еще более древнее сооружение, а керамика с надписями на шрифте харошти и монеты указывают на богатую культурную жизнь. Барикот, известный в древности как Базира, был важным центром в долине Сват, которую Александр Македонский использовал как житницу для своих походов. Находка храма показывает, как буддизм распространялся в регионе вскоре после смерти Сиддхартхи Гаутамы. Но что меня поражает, так это устойчивость этого места. Несмотря на вандализм и землетрясения, храм просуществовал до III века нашей эры. Это открытие не только подтверждает раннее влияние буддизма, но и подчеркивает, как переплетались культуры в эпоху эллинизма. Греки, индийцы, персы – все они оставили след в этом регионе, создавая уникальный культурный синтез. Переместимся в Перу, где в пустыне Акукаха нашли череп древнего кита, прозванного морским чудищем. Этот базилозавр, живший 36 миллионов лет назад, достигал 17 метров в длину и питался акулами и тунцом благодаря острым зубам. Его прекрасно сохранившийся череп позволяет ученым реконструировать эволюцию китообразных, которые произошли от наземных млекопитающих около 55 миллионов лет назад. Пустыня Акукаха – настоящий кладезь окаменелостей, и находки вроде этой помогают понять, как менялась морская экосистема. Но почему это чудище так важно? Оно показывает, насколько разнообразной была жизнь в древних океанах и как быстро китообразные адаптировались к водной среде. Более того, находка заставляет задуматься о том, какие еще хищники могли бы раздить моря и как они влияли на экосистему. Может быть, в будущем мы найдем еще более устрашающих созданий, которые перевернут наше представление о доисторической жизни. И, наконец, самое древнее генеалогическое древо, обнаруженное в неолитической гробнице Хезлтон-Норт в Англии. Эта гробница, возраст которой около 5700 лет, содержала останки 35 человек, 27 из которых принадлежали к 5 поколениям одной семьи. Генетический анализ показал, что большинство из них произошли от 4 женщин и 1 мужчины, что указывает на полигамию. Мужчины хоронились с отцами и братьями, что говорит о патрилинейной системе, где родство отслеживалось по мужской линии. Эта находка не просто семейный альбом каменного века. Она дает нам уникальный взгляд на социальную структуру неолитического общества. Полигамия, патрилинейность, возможно, уход дочерей в другие общины – все это рисует картину сложного общества, где семья была не только биологической, но и социальной единицей. Интересно, что 8 человек в гробнице не были родственниками, что может указывать на включение чужаков в общину, возможно, через браки. Это заставляет задуматься, как формировались альянсы в те времена и как эти древние традиции повлияли на современные семейные структуры. Подводя итог, эти находки, от серебряных свитков до генеалогического древа, показывают, насколько сложным и многогранным было прошлое человечества. Они заставляют нас задавать вопросы, на которые пока нет ответов,
и пересматривать устоявшиеся теории. Может быть, мы стоим на пороге новых открытий, которые перепишут историю. Я верю, что археология – это не только наука о прошлом, но и ключ к пониманию нашего будущего. Если вам понравилось это путешествие вглубь веков, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и пишите в комментариях, какая находка вас зацепила больше всего. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории о тайнах прошлого. Спасибо за просмотр и до скорой встречи!